Данила Бугров. Здравствуйте, Слава, здравствуйте, Данила. Вы никогда не задумывались, что ваши произведения, не знаю их название, трудно узнаваемые в жизни? Как-то в компании, где любители автобизнеса, недвижимости, врачи, просто домохозяйки, военные и прочие, я показал серию ваших работ в Гурзуфе. Ответы были разные. Люди видели море и называли разные локации: Сочи, Анапа, даже Абхазия, и только один назвал Крым, что при этом никто не назвал именно Гурзуф. Вам не кажется, что неважно, где и что вы пишете, бороздя этот мир, если не будет в подписи названия картины, обывателю будет пофиг, что это за сарай, он на вашем заднем дворе или в Риме на окраине? Самобытность ваших красок и манера импрессионизма скрывает точную геолокацию пейзажей. И вот вопрос. Выйдя на пенсию в 70 лет, вы будете так же, как Мане, который писал пруд свой сотни раз, писать свой задний двор, применяя разные краски и настроения? Или продолжите путешествовать, тем самым включая смысл в ваши картины, хотя 9 из 10 зрителей не разберут, что там, не прочитав название. Меньше всего, дорогой Данила, я думаю о названиях картин и о том, чтобы место было узнаваемым, передано. Да? Я не фотограф, летописец, который фиксирует те или иные красоты нашей земли, с тем, чтобы потом зрители угадывали, где это было написано. Совсем нет, просто совсем нет. Более того, я специально, намеренно, где бы я ни был, там, в Испании там, или где-то еще в Италии, я в названиях не вношу часто, очень часто не вношу данность этого места. Если я пишу в названии, там, я не знаю, там, набережная Сало или что-то еще, то только для того, чтобы самому просто не запутаться, где что. Как бы картотека, меню. Но суть всего, я пишу состояние в природе. Или, как Мане говорил, я пишу свет, пространство. И свет падает на деревья одинаково в Калифорнии или здесь. Ну, там где-то пальма, да, побольше пальм. Я замечал, что на многих влияет вот эта узнаваемость мест. Ах, я там был, это так же, как вот где я был, и это вот какая-то память, и не больше. К сожалению, для меня дороги те зрители, покупатели, которые видят в работах нечто больше, чем локацию, географию и так далее. По крайней мере, я всего себя отдаю на то, чтобы писать нечто. Название не имеет значения. Может быть, даже иногда мешает, как один мой покупатель сказал. Но представляете, мы с вами смотрим, Данила, кино какое-нибудь, снято, не знаю, в Палермо. Сюжет фильма более глубокий, чем то место, где это снято. Это просто данность, такая вот фиксация. Пленерная ситуация, которая режиссеру понравилась для реализации его более глубоких идей, чем просто, я не знаю, камни там, или люди рядом, которые ходят в городе, в Палермо. Вы пишете про идеи. Идеи жизни сама жизнь, ну, по мне, для меня. Вот каждый день прожит, и солнце сейчас светит, там, с моря набегает волна за волной. Так будет и через 100 лет, и через 1000. Ничего не изменится, нас не будет. А картины останутся, возможно, и кто-то на них будет смотреть, и, может быть, будет резонанс. Жорж, великолепные, интересные уроки. В художественном училище такое, или вернее почти такое, поставлено в программу 3-го курса. И, конечно, не детские модели. Речь идет о курсе, который я сейчас вам предлагаю. Он из 10 уроков, детский портрет называется. Разные задачи, разные модели. Детские я пишу акварелью, рисунок, разбираем конструкцию, конструктивную часть формы. Продолжаю, Джордж. До этого рисовались черепа в разных поворотах и ракурсах, затем гипсы. Если коротко, то от простого к сложному. Скучно, но полезно. Да, мы через это прошли в Строгановке, хотя портрет был уже на 1-м курсе живого человека. Если бы нам сразу на 1-м курсе в училище или академии предложили нарисовать акварелью портрет, то я бы точно
не продолжил бы обучение, так как от этого кайфа не испытать. И было бы стыдно и страшновато почувствовать себя неумелым дебилом. Ну, акварелью писать сложно. И я помню, тоже акварелью писал на первом курсе портрет. Причем с руками, не в полный рост и с ногами, ну, фигуру, да, сидящую. И это было крайне сложно, и черт что получилось, это я помню. Считаете, что большинство ваших учащихся уже технически, технологично, особенно в акварели, подготовленные? Вы знаете, Жорж, я не рекомендую браться сразу за акварель, но если кто-то в силах чувствует, да, силы, может попробовать. Но я за то, чтобы писать гуашью, акрилом, темперой, маслом, акварелью в последнюю очередь. Но по работам моих студентов я вижу, что они готовы и хотят. А это самое главное. Если человек хочет, то я иду навстречу. Моя задача показать, как это делается. И если человек внимательно смотрит, ему может перекинуться понимание, как устроена форма, на что обращать внимание при ее построении. Короче говоря, я все делаю для того, чтобы это было максимально полезно, в том числе и для тех, кто не очень хорошо себя, не очень уверенно чувствует в портрете, но хочет попробовать. Потом у меня есть еще курс «Голова человека», где мы уж прям сильно подробно разбираем конструктивную часть. Мы рисуем отдельно уши, нос, глаза, губы в ракурсах в разных. Мы изучаем форму. Поэтому я еще туда отсылаю тех, кто чувствует неуверенно себя. И потом желающие могут себя попробовать. Первый урок бесплатный. Как раз там конструкция и рисунок объясняются и показывается. И первой заливкой акварелью. Вы можете это все посмотреть. Заходите на сайт. Попробовать. Примерить эту одежду на себя. Посмотреть, из чего состоят следующие уроки. И принять решение. Я жду его. Принятие решения до 16 марта. Скидка работает такая, в половину стоимости курса. 3-минутная презентация этого курса есть на сайте. Посмотрите ее. Там предусмотрен пакет с обратной связью, что очень важно. То есть вы еще присылаете мне на разбор все свои рисунки по этому курсу. Лучшие работы я буду публиковать. Так что, Жорж, посмотрим, насколько они будут интересны и удачны. Время покажет. Елена Пухарева, думаю, есть 2 оценки зрителя для любой получившейся работы. Понравилось или впечатлен. И надо стремиться ко второму. Вероятно, великие художники не довольствовались первым критерием. А может, эту оценку должен ставить сам мастер в своей работе, а не зритель. Если говорить о том, что пишем для себя, для своей души, то важна своя собственная оценка. Как думаете? Конечно, это супер важность, Елена. Если бы художник не оценивал свои работы внутренним таким цензором, взором, не воспитывал бы постоянно свой вкус, не утончал бы его, мы бы просто скатились, собственно, это и происходит, что мы видим вокруг себя и что мы называем произведение искусства, произведениями. Большей частью я вижу то, что я ни за что бы не назвал произведением искусства. Тем ценнее бриллианты, мастера, которых, как в любом деле, немного. Их всегда меньшинство. Но меньшинство двигает планету. А как поднять эту собственную оценку? Что вы думаете, друзья? Подскажите. У меня фактически один, наверное, способ в голове рождается. Как ее поднять? Это страстная любовь и изучение искусства. И не у экрана компьютера, а живьем, стоя, молча. Просто нужно постоять молча у произведений великих мастеров, коих вы считаете великими. Приглядеться к тем, которых другие считают великими. И всегда сомневаться, сравнивать со своим внутренним ощущением, а правда ли то, что мне говорят, это ого-го, а правда ли это так? А у него такой ценник, там, $250 тысяч. А действительно ли это так? Готов ли я просто хотя бы посмотреть на это произведение, просто
побыть рядом, я не знаю, восхититься. А может быть, нет? А может быть, это пиар и ничего больше? Есть что-то порой даже малозначительное. Я не знаю, 3 ноты, например, в музыке, какой-то, я не знаю, риф, какая-то фраза, которая тебя так цепляет, что ты готов слушать это произведение все время. Но ведь эти 3 ноты, они же сочинены, они же в последовательности придуманы, поставлены так, что это сводит с ума, я не знаю, поколение целое. Значит, эти 3 ноты держат твое внимание, они чем-то тебя зацепили. Ведь в живописи может быть такая простота, найдены эти 3 ноты в живописи, такие, что перехватывает дыхание. Ну, простая форма ведь. Пирамида Хеопса. Чего там? Дети играют в эти самые пирамидки. Но ведь это чудо света, необъяснимое что-то происходит с людьми, когда они оказываются около нее. Я не был. Но я в предвкушении. Хочу побывать. Друзья, я набираю группы на мои семинары живые. И ближайший пройдет в Плесе. Это на Волге. Там писал Левитан. С 9 по 13 апреля жду вас, поработаем вместе. С 1 по 5 мая я жду вас на озере Гарда в Италии. Билеты я уже купил, виза есть, так что до встречи. Будут новые локации, новые места, будет весна. В Италии весной мы еще не писали, будет интересно. Включайтесь в команду. А с 7 по 11 мая я жду вас в Риме, лучший город Земли. Будем писать водными красками. Я буду писать акварелью, темперой, можно гуашью тоже. Можно маслом, если захотите. Программы выложены на сайте, локации, найдены будут интересные экскурсии, в том числе и в Ватикан. Записывайтесь на сайте, либо присылайте мне сообщения в WhatsApp, на почту, где угодно. Я жду с нетерпением этих поездок. И писать живьем – это всегда какие-то новые откровения, открытия, ни с чем не сравнимые ощущения. Посмотрите видеоотзывы, либо почитайте их.